Всем привет! Прошу прощения за свой голос в предыдущем ролике. Я постараюсь вырезать и пересадить свое горло, чтобы все полезные знания стали для тебя полезными. В этом рендере проще всего показать принцип работы материалов и их самое обычное строение. Для создания материалов ViewRender отвечает кнопка Create ViewRender Material. Вот здесь у нас появляется материал, где и должен появиться, внизу, и мы можем накинуть его на Plane. Если ты уже знаком с физическим рендером, тебе будет знакомо все, что здесь есть, и разбираться, честно говоря, в этом нет никакой необходимости. Но я все же разберу. Давай просто отсмотрим, что у нас здесь есть. Клацаем 2 раза по материалу и видим набор доступных текстур, то есть их названий. И заходя в каждую из них, видим настройки. Техника рассказать каждую вкладку здесь не применяется. Если говорить о текстурах, то вот как это должно выглядеть в твоей голове. Каждая текстура выглядит по-разному. Не потому что хочется разнообразия, а потому что у каждого вывода на определенный канал есть свои условия. Если это цвет, то это понятно, просто цвет. Если рефлектанс, то заходим в него, и здесь нужна карта Specular и Roughness. Они уже читают черно-белые текстуры, как градиент от черного до белого, где черный это ничего, а самый белый это самый отражательный участок, ну или бликующий. Вот как выглядят карты данного материала, и все они плюс-минус одинаковые. Ах да, маска в данном случае используется для прозрачности определенных участков. Но проблема в том, что она не имеет градиента как такового. То есть мягкого перехода не жди. Вот примерно как это выглядит, хотя карта имеет мягкость от белого до черного. Такие дела. Очень подробно все это я описываю в своем курсе по рендеру Redshift с крутыми и продвинутыми материалами. Заходи, смотри. Очень большая проблема в том, что, к примеру, металлические объекты не отражают другие рядом стоящие модельки. Выглядит, будто каждый объект имеет свойства вампира. Отражается лишь HDR, что вполне может хватить для превиза, но не для по-настоящему интересных результатов. Фотореалистичность зависит от огромного количества факторов, которых здесь попусту нет. Прокачанный рендер – это когда ты можешь получить невероятную картинку после всех настроек прямиком после кнопки «Запуск рендера», а не рендер и последующая постобработка в других программах. Я уже не говорю про анимацию. Реализм по отношению к персонажу здесь будет невероятно сложный. Отсутствие Subsurf Scattering SSS не позволит создавать по-настоящему реальные образы, даже при офигенном освещении. Да, конечно, я рублю с плеча, потому что все это в той или иной мере можно делать без дополнительного просчета. Но зачем, если рядом есть другие рендеры, которые это позволяют, причем на том же самом 3D пакете? Дольше, но правильнее, органичнее и физически корректнее. Но мультики класс. Я буду устраивать такие тесты на новых плагинах, чтобы ты понимал его актуальность для себя. Свет играет охренительную роль в хорошем отображении картинки, но артефакты, которые нередко появляются в реал-тайм движках, не очень радуют. Я бы даже сказал, когда я вижу такие вещи, мне не хочется здесь работать. Это касается отражений на определенных углах, вот, в темных участках. В любом случае композиция получается интересная, учитывая скорость работы с волюметрик, хорошая, нормальная настройка материалов для первого раза. И все это в твоем любимом 3D пакете. Давай создадим какой-нибудь материал, чтобы закинуть в тебя знания по этому поводу. К примеру, лед. Мы имеем вот такой набор текстур и кидаем по порядку в пустые слои вот здесь. Сначала идет цвет, окей, вот так. Дальше по списку Reflectance. Заходим в него и кидаем Reflection в Specular. Да, просто отличается название. Glossiness в Glossiness. Только вот здесь тоже должен быть Glossy. Далее Normal – это выдавливание текстуры без деформации геометрии. И Displacement, где мы выдавливаем непосредственно саму геометрию. Это у нас Height, то есть высота. Теперь по каждому отдельно. Ты можешь изменить тон у цвета, если поставить Mix Mode на Add и создать вот такого стильного парня. Естественно, настроить яркость и контрастность, как и везде. Но я этого делать вот здесь не буду. А схожу сразу в Reflectance. Ты можешь выбрать металл или простые отражения, а может вообще совместить 2 режима. Про текстуры и их работу на рендер здесь я рассказывать и так сильно углубляться не стану. Здесь можно подредактировать яркость на текстуру. Если Specular — это то, где вообще будут располагаться блики, то Glossiness — это уже то, где будет располагаться шероховатость. Ну и покрутим значение. Далее Normal, где я бы добавил большую интенсивность.
интенсивность. Вот так. Ну а displacement необходимо включить в настройках рендера, вот здесь. Так, и аккуратно играемся с этими настройками. Здесь очень важен показатель смузинг. Его необходимо сильно уменьшить, потому что в таком материале очень важные детали. Играемся и подставляем под нужный объект, потому что на сфере это будет одно, на другом объекте другое. И так далее. Настройки рендера точно такие же простые. Разрешение шейдеров в зависимости от расстояния. Только, честно говоря, не всегда вижу разницу. Ну и антиальязинг. Что тут скажешь? Да и это все. В любом случае, для начинающих это классная возможность понять принцип рендера, окунуться в него, привыкнуть и идти к более глобальным настройкам и физически корректному просчету. Ставь сердечко и пиши в комментариях, на что бы посмотрел.